Сегодня я покажу вам, как приготовить идеальный белковый завтрак для всей семьи. Для начала я беру 500 грамм домашнего творога. Это основа нашего здоровья и сытости. Сыпаю его в миску, добавляю одно яйцо и совсем немножко соли, буквально щепотку, чтобы не пересолить, но подчеркнуть вкус творога. Тщательно разминаю все вилкой. Я не использую блендер, чтобы сохранить ту самую домашнюю текстуру. Начинаем вводить муку. Я беру пшеничную, обязательно ее просеиваю. Сначала добавляю 2 столовые ложки и перемешиваю. Видите, тесто еще слишком мягкое. Кстати, муки может уйти чуть больше или меньше, все зависит от влажности вашего творога. Добавляю еще 1 ложку муки и окончательно замешиваю. Тесто должно быть послушным, но не забитым. Этот рецепт совсем не сложный, он не требует много усилий, зато результат вас точно удивит. Оставляем его отдохнуть на 5 минут, чтобы мука заработала. Пока наше тесто отдыхает, я подготовлю тарелку, посыпаю ее мукой. Ложкой беру немного творожной массы, скатываю в ладонях аккуратные шарики и выкладываю их на тарелку. Посмотрите, какие они ровненькие получаются. У нас их называют ленивые творожные вареники, но для меня это настоящие облака, легкие и воздушные. В кипящую воду я добавляю ложку соли и по одному опускаю наши шарики. Важно не высыпать все сразу, чтобы они не слиплись. Варим, периодически аккуратно помешивая шумовкой. Внимательно следим за процессом. Как только вареники всплыли и вода закипела, засекаем ровно 2 минуты. Больше не нужно, иначе мы рискуем их переварить. А нам важно сохранить их нежность. В это время я уже положила в миску 50 грамм сливочного масла. Оно должно встретить наши вареники. Посмотрите, какие пышные и воздушные они получились. Эти ленивые вареники получаются такими нежными, что тают во рту. Минимум муки, максимум творога и никакой жарки в масле. Выкладываю шарики на подушку из густой прохладной сметаны. Сметана подчеркивает нежность творога, а растопленное сливочное масло добавляет тот самый сливочный аромат из детства. Попробовав 1 раз, вы будете готовить их каждое утро. Если вам понравился мой рецепт, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, как вы называете это блюдо у себя дома. Посмотрите, какая пористая и мягкая текстура внутри. Ни грамма лишнего сахара, только натуральный вкус и польза. Это идеальный завтрак, чтобы зарядиться энергией и отличным настроением на весь день. Приятного вам аппетита и до новых встреч на моей кухне!